И снова всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Инсейр, а это новое обновление моего старого аддона 3D Flash Lite аддон. Прежде чем начать, нужно прояснить, что с каждой прошедшей неделей разработчики Майнкрафта Bedrock выпускают все новые и более новые версии игры и более новые обновления. А такие создатели контента, как я, стараются успевать за обновлениями. Про себя же скажу, что я не особо стараюсь успевать за обновлениями, так как в своей основе мне ближе создание более проработанных и больших обновлений моих проектов. Так вот, практически все старые аддоны не работают на новых версиях игры, вследствие чего их нужно обновлять. Поэтому мною было принято решение обновить некоторые мои старые проекты. В этом же видео я покажу вам обновление совершенно небольшого аддона, добавляющего всего лишь один предмет, коим и является фонарик. Что же, данное обновление совершенно небольшое. Мне всего лишь нужно было переработать коды и улучшить визуальную составляющую данного аддона. В базе внесенных изменений первым стало обновление технической составляющей. После относительно недавних обновлений игры нашими любимыми разработчиками были внесены критические изменения в код игры, что убили старые аддоны, вследствие чего приходится переделывать старые коды и функционал. Мною полностью были переработаны коды предмета нашего фонарика и коды его работы и функционала. Фонарик включается тогда и только тогда, когда игрок использует сам предмет, и не просто держит, а именно использует его. Второй, наверное, самые важные вещи, что нужно было сделать, так это улучшить визуальный стиль проекта. В прошлых версиях были совершенно не проработанные анимации как от первого, так и от третьего лиц. И все это уже сегодня, спустя кучу времени, я могу при использовании полученного мною опыта улучшить до крайне годного состояния. В общем-то, теперь модель фонарика имеет новую иконку в инвентаре, новую 3D-модель, которая больше подходит под стиль самой игры, плюс новые анимации от первого и третьего лиц. Ну и третье, баланс. Баланс — одна из важнейших составляющих, что обязательно должна присутствовать в хороших проектах. В целях баланса было решено добавить аккумулятор для фонарика, который будет тратиться во время использования. Ну и чем же перезаряжать аккумулятор? В игре уже на это дан ответ. Редстоун. Кусочек редстоуна и аккумулятор полностью заряжен. Ну и так как редстоун добывается очень часто в больших количествах, аккумулятор фонарика не должен быть больших объемов, дабы игрок думал насчет того, что выбирать, тратить или не тратить редстоун на фонарик. Но и не слишком маленьким, чтобы игрок не тратил все свои запасы редстоуна только лишь на него. Ну, вот и все. Обновление получилось совершенно небольшим, но тут и не требовались большие изменения. Как аддон сам по себе является экстра мелким в плане нововведений. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Инсейр, всем удачи и всем покедова, ребятки!